Представьте Россию 17 века. Царя нет, наследника нет, самозванцы, заговоры, чужие армии у границ. Но все это не фантазия, это реальность. Это время называется смута. Это настоящая игра престолов по-русски. Предательство, битвы, голод и борьба за трон. Кто выживет в этом хаосе? Сегодня мы узнаем об этом. Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня я расскажу вам о смуте. Это тяжелое время в российской истории, но очень интересное. И поможет нам в этом сегодня канал «Правое полушарие интроверта». Дело в том, что они делают много очень классных, смешных, маленьких видео, в которых коты рассказывают историю. И я буду использовать часть их видео в моем сегодняшнем ролике. Я рекомендую вам посмотреть их канал, он очень интересный. Ну что, вы готовы? Поехали! Борис Годунов, как считается, с него начинается смута. Почему он стал царем? Да, и почему у Ивана Грозного, предыдущего царя, больше не было сыновей? А дело в том, что причины начала смуты очень смутные, но можно сказать, что Иван Грозный был замечательный стратег, замечательный завоеватель, вел активную внешнюю политику, очень сильно увеличил русское царство. Однако его внутренняя политика, так сказать, была не самой лучшей. Кого-то мне напоминает. Да нет, показалось. Одного сына Иван Грозный убил, а другой его маленький сын последней жены, он умер, когда ему было 11 лет. И вот его другой сын, его звали Федор Иванович, он был довольно набожный человек, не интересовался сильно политикой, и был довольно-таки слаб здоровьем, а может быть даже умом. И от болезни он умер в 1598 году. Однако, когда он еще был живой, при нем правил Борис Годунов, один из бояр. И он, так сказать, помогал ему с правлением, но, тем не менее, он стал, по сути, настоящим правителем. Да? То есть он правил де-факто, не де-юре. И когда уже умер царь, то, конечно же, был вопрос, кто будет следующим царем, и, конечно, в это время Борис Годунов сыграл такую красивую роль, что нет, мне это не интересно. Он уехал из Москвы, и, конечно, все люди должны были его просить, умолять, пожалуйста, будь нашим царем. Да, но он, конечно, согласился. То есть он действительно был неплохим царем, он улучшал, развивал страну, приглашал иностранных работников, да, в Москве было тогда очень много иностранцев, в хорошем смысле. Также он отправлял детей русских дворян и бояр учиться в Европу, хотя немногие вернулись. И, в общем, в целом его политика была довольно неплохая, однако в 1601 году случилось нечто, что ослабило его правление. То есть случился голод, был неурожай. Это был неурожайный год, поэтому люди голодали, и все были недовольны, конечно, политикой Годунова. Когда люди недовольны, они думают, что у нас плохой царь. Как вы видите, здесь говорится, еды нет, мы все умрем, за что с нами так, говорит простой народ. Но Борис Годунов был не очень плох в этом. Он действительно скомандовал раздать еду всем людям из царской казны. Да, то есть он велел раздать царские запасы. Однако другие дворяне не поспешили последовать его примеру и продавали зерно за очень большие деньги, пока оно гнило в их хранилищах, так как никто не мог его купить. Народ винил за это Годунова. То есть, вы видите, мне нравится этот котенок, очень смешной.
Да, получается, люди подумали, что это все из-за Годунова, он не дает нам достаточно еды, и, наверное, он убил царевича Дмитрия, да, маленького. Есть теория, что Годунов убил маленького Дмитрия, но нет точных доказательств. И, как вы видите, в это время начались грабежи и разбои, да, то есть во время голода было восстание Хлопка, это один из тоже, я думаю, был крестьян. В общем, было тяжелое время, эти 3 года. Вот. Тем временем в Польше появился некий человек, неизвестно откуда, который утверждает, что он уцелевший царевич Дмитрий, да, и он вообще, так сказать, появился в Литве, но потом он пришел к польскому королю Сигизмунду III и сказал: давай ты мне поможешь взять власть в России, я дам тебе русские земли и, возможно, помогу сделать Россию католической, да. Вот, то есть есть теория, что он настоящий Дмитрий. Но, конечно же, он не был Дмитрий. Он был Григорий Отрепьев, такой человек из низкого дворянства, вот, который был вообще священником, был в духовенстве, но потом притворился, что он покойный Дмитрий. Вот. И потом, конечно, люди его в истории будут называть Лже-Дмитрий, то есть ложь значит неправда. И он был первый и не последний Лже-Дмитрий. В общем, он отправился в Россию в 1604 году из Польши с польской армией, вот, и навел там большую смуту, конечно. Вот. И также был польский воевода Юрий Мнишек, который сказал Лжедмитрию, что он должен взять в жены его дочь Марию Мнишек, так сказать, создать связи между русским царством и Польшей. То есть, по сути, они хотели просто получить возможность влиять на русскую династию, то есть иметь польскую кровь в русской династии. Вот. И также они попросили его принять католичество. Вот. В общем, дали ему, да, много денег, дали войско и сказали: давай, вот Сигизмунд III, польский король, отправил его в Россию. Тем временем в России люди были недовольны Годуновым, другие бояре тоже его не любили, потому что он был как бы тоже боярин, но он был царь, и то есть он один из нас, но он выше. Вот, поэтому они плели против него заговоры. Мне нравится это видео. То есть это Лжедмитрий I и поляки идут в Россию, да, то есть на самом деле правда, когда они шли по России, по Русь, Древней Руси, да, это не древняя, но это Русь, да, люди думали, что это реальный Дмитрий, и они его принимали, хотя, конечно, они видели, что он шел с поляками, но, тем не менее, они ему как-то верили больше, чем Борису Годунову. В это время, конечно, Борис Годунов, я думаю, что он был свидетелем смерти Дмитрия. Мы не знаем, если он правда убил Дмитрия или Дмитрий умер сам, но тем не менее он знал, что это не настоящий. Вот. И все эти события вызывали сильный стресс в нем. И да, и в 605 году Борис Годунов умирает. Вот. Ну, народ говорит, ничего страшного, он и так был не очень хороший, нам не очень нравился. Вот. Но царем в это время становится его сын, да, Федор Годунов, который, конечно, был совсем маленький, ему было только 15 лет, он сильно не мог править, вот. И поэтому народ очень быстро отдал Москву Лжедмитрию Первому, когда они, поляки, зашли с ним вместе в Москву, они убили вот этого Федора, убили жену Годунова, вот, а дочка была наложницей какое-то время Лжедмитрия Первого. А поляки, когда заходят в Москву, начинают творить там разные вещи, то есть они делают то, что хотят.
Да, народ не любил сына Годунова так же, как они не любили его отца. Да, Лжедмитрий, конечно, когда шел по Руси, обещал так много: отменить крепостное право, больше свободы казакам. Ну и, в общем, к нему поэтому много людей присоединилось. Вот, да, и люди его очень полюбили. А другие, конечно, бояре сразу от Годуновых примкнули к новому Лжедмитрию. Вообще, вы заметите, что бояре в это время очень часто переходили с одной стороны на другую. Вы знаете, такие типичные политики, которые всегда хотят быть на стороне победителя, а не на стороне правды. Предали царя Федора, вот, он пытался убежать, но, как я сказал, его убили, вот. И на самом деле, что интересно, что даже мать Дмитрия, жена покойного Ивана Грозного, подтвердила, что это реально ее сын. А также был один боярин, Василий Шуйский, который тоже сказал, что это правда. Однако, через некоторое время он доказал, что он самозванец, потому что Шуйский был вместе с Годуновым, и он тоже видел, что Дмитрий был мертвый. Вот. Поэтому он пытался заплести заговор против Лжедмитрия. Что интересно, что жена Дмитрия Первого, Мария Мнишек, да, она была очень такая европейская и очень не похожа на обычных русских женщин, да, поэтому многие смотрели на нее очень с таким, я бы сказал, ну, она выглядела странно для русских людей. Да, и сам Дмитрий тоже не очень был традиционный русский человек. Вот, и людям это, конечно, не нравилось, вот, и поэтому они, как я сказал, сплели заговор, да, вот, и они свергли Лжедмитрия, вот, и Шуйского на Земском соборе, это такой собор, когда собираются все люди со всех сторон, да, они выбрали Василия Шуйского, выбрали его новым королем, новым царем России. Шуйский правил 4 года, но в это время было самое ужасное время в России, потому что в это время у нас появляется очень много проблем. Возникают восстания. Первое восстание было восстание Болотникова. Это такое крупное крестьянское восстание против дворян и бояр, потому что людям не нравилось, что где наш настоящий царь, почему какие-то бояре притворяются царями, да? Но все-таки они смогли подавить это восстание в 1907 году. Потом в следующие 3 года правления Шуйского появляется так много проблем. Во-первых, поляки осаждают Тверь, литовцы осаждают Троицкий монастырь, шведы, на самом деле, Шуйский попросил помощи у шведов, потому что шведы в это время воевали с Польшей. И сначала шведы помогли, но потом, когда Шуйский перестал им платить денег, они взяли себе Новгород. Крымское ханство почти дошло до Москвы. Там тоже южные территории атаковали Ногайская Орда. В общем, полная разруха, полный хаос в стране. Да, поэтому мы называем смутное время. И русская игра престолов, да? Но что интересно, в 1607 году появляется Лжедмитрий II. Как я говорил, будет не только первый, но и второй. И кто он был, точно уже неизвестно, но он тоже говорил, что нет, я настоящий. И люди снова, правда, ты настоящий. И они ему поверили, и люди тоже пошли за ним, вот, и пытались ему помогать. Вся вот территория русского царства очень сильно сузилась, да, то есть во время Ивана Грозного она увеличилась, а в это время сузилась почти только до Московии. Василий Шуйский был в Московии, а под Москвой находился Лжедмитрий II в Тушино, и его поэтому прозвали Тушинский вор, потому что он собирал налоги, собирал деньги, все себе, вот, и, конечно, людям это не нравилось. В это время поляки уже официально вступают в войну, хотя несколько лет они вели такую гибридную войну, да,
то есть через своих людей, через Лжедмитриев, но тут они уже отправляют свою армию прямо вот в Россию. Василий Шуйский очень сильно не нравился также другим боярам, да, у него была такая же проблема, как и у Годунова, и поэтому его тоже свергли, потому что он тоже боялся за свою власть, и у него был племянник, очень популярный, хороший полководец Шуйский Скопин, но он однажды выпил вина на пире и умер, и все подумали, точно Шуйский его убил, поэтому Шуйского поймали, так сказать, бояре договорились с поляками, поляки заходят в Москву, отдают им Шуйского, Шуйского отправляют в Польшу, где он умирает в тюрьме, вот, и все, поляки уже в Москве находятся, полностью управляют Москвой. В это время, когда были эти бояре, которые пустили поляков в Москву, их было 7 семей. Да? И поэтому мы называем это семибоярщина, то есть правление 7 боярских кланов, 7 боярских семей, которые позволили всему этому случиться. Конечно, многим это не нравилось, особенно не нравилось патриарху. Был патриарх Гермоген. И, конечно, когда поймали Шуйского, не было нового царя. И тогда бояре думают, что делать, нужен новый царь. А давайте попросим кого-то царской крови. И они попросили у поляков Владислава, сына Сигизмунда III, стать королем России, да, стать царем России. Он согласился, но когда Гермоген, патриарх, самый высокий духовенский чин в стране, вот, он был против этого, потому что он сказал, хорошо, Владислав может стать царем, но он должен, принять православие, и, поляки должны уйти из России, из Руси. Но никто этого не сделал, поэтому он выступал против, его посадили в тюрьму, но даже из тюрьмы он отписал письма и отправлял по всей Руси в разные места. Вот, и потихонечку люди начинают понимать, что происходит в стране, и появляется первое народное ополчение. В 1611 году под предводительством Трубецкого, Зарубина, Заруцкого и Липунова, это были такие тоже княжеские, дворянские семьи, они пытаются противостоять полякам. Они приходят под Москву, начинается народное восстание, и поляки за один день убивают почти 7 тысяч человек. Да, они за один день убили почти 7 тысяч человек, вот. Но все-таки это народное восстание, они смогли как-то себя защититься, обосновались там, но они начали между собой враждовать, казаки пошли на дворян, потому что казаки хотели больше свободы, дворяне хотели усилить крепостное право, и поэтому первое народное ополчение, оно не смогло закончиться успехом. Однако потом Гермоген продолжает отправлять письма в разные города. «Давайте, ребята, нужно спасти Русь против поляков!» И в этот момент в Нижнем Новгороде появляются 2 таких человека. Один — это князь Пожарский, да, а другой — это Минин. Это был купец. Вот. И Пожарский, он занимался, так сказать, тем, чтобы организовать людей, что давайте, люди, мы вместе пойдем против поляков, а Минин, купец, он помогал с финансовой точки зрения, так сказать, был таким менеджером, помогал платить людям, потому что люди не хотели бесплатно идти защищать страну, потому что люди были была тяжелая ситуация, вот, и поэтому они смогли все-таки собрать войско и пошли из Нижнего Новгорода в Ярославль, и из Ярославля в Москву, и они разбили армию поляков, и потом они осадили Кремль. То есть поляки внутри Кремля, русские вокруг Кремля, и поляки внутри, у них нет еды. И сначала, когда еда заканчивается, там были случаи даже каннибализма. Они ели других русских людей, вот. А потом, когда русские люди начали убегать оттуда, русских выпускали, поляки начали есть друг друга, в общем, ужасная ситуация. Опять же, это не точный исторический факт, но есть такая теория. Вот. И потом все-таки поляки сдались, они ушли из России, они не смогли справиться с этим, поэтому все, в это время, можно сказать, мы победили. Но кто будет новый царь? Как казалось бы, может быть, Пожарский, да, потому что он был лидер восстания, он дворянин, но Пожарский не нравился другим боярам. Вот, поэтому они решили все-таки выбрать Михаила Федоровича Романова. Он был тихий, не имел много врагов, поэтому это было идеальное решение.
Вот. И таким образом выбрали на Земском соборе, опять собрали всех людей разных сословий, сказали, что вот Федор Романович будет нашим новым царем. И таким образом началась династия Романовых. Конечно, страна была в ужасном состоянии, у нас все еще не закончились все войны, еще несколько 10 лет у нас будут постоянные стычки с теми или другими. Страна потеряла очень много земель в это время, но тем не менее со временем мы смогли от этого оправиться, и да, все было хорошо. Это все на сегодня, друзья. Спасибо, что смотрели это видео. Напишите в комментариях, понравилось ли вам оно и хотите ли вы больше видеть видео об истории. В следующий раз я могу вам рассказать о том, как страна к этому пришла, почему у Ивана Грозного не осталось наследников, то есть рассказать больше про Ивана Грозного, Ивана IV. Если хотите, ставьте комментарии под этим видео, ставьте лайки. Если это видео наберет 1000 лайков, я обязательно сразу сделаю видео про Ивана Грозного. Отдельное спасибо всем моим патронам на Патреоне, спасибо вам большое, друзья, особенно моим супер патронам, таким как Джоэл, Джош, Джефф, Лиз, Андрея, Холли, Брюс Ли, а также Майкл. Спасибо вам большое, друзья, до скорого и пока-пока!